Сегодня в выпуске J-Hope рассказал, в чем его главная задача, а Пёну Сок и Виз BTS соревнуются за звание самой горячей звезды. Чонгук установил важный рекорд, BTS получили новый сертификат, а Чимин снова вернулся на первое место в одном чарте. Рекорды победы и достижения у G-Dragon, Stray Kids, Seventeen, aespa и не только. Seventeen завершили японский тур, а Junho из 2PM дарит праздничное настроение. Стримерша подверглась критике после встречи с Бан Ши Хёком, а у Хани из New Jeans проблемы с визой. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-Pop News номер 213. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите письма. Также, как обычно, на экране защитные иероглифы, вот они. Смотрите, изучайте. Кстати, да, на Бусти можете подписаться, там всегда все доступно, без проблем всяких, с доступом, ограничениями, замедлениями. Так что да, Бусти, ссылка в описании на экране была. И, конечно же, чуть не забыл, сегодня, 26 декабря, после премьеры новостного выпуска, сразу же начнется трансляция, где мы с вами поговорим, обсудим планы на будущее и так далее. Так что смотрите до конца и жду вас на стриме. Кроме того, всех с Рождеством, я записываю это 25 числа, но если вы это смотрите не 25, значит с прошедшим, с наступающим Новым годом, хороших праздников. Ну и как обычно, с вами Максим, новости индустрии, и мы начинаем. Поехали. Итак, недавно стало известно, буквально пару дней назад, что у Хани из New Jeans, судя по всему, проблемы с визой. Давайте подробнее. Участница группы New Jeans Хани, которая утверждает, что расторгла эксклюзивный контракт с агентством, оказалась под угрозой депортации как незаконно проживающий иностранный гражданин. 20 декабря, согласно сообщениям источников индустрии, гражданин А подал заявление о нарушении миграционного законодательства Департамента миграции и миграционной политики Министерства юстиции. Заявление заглавлено как, цитата, «Ходатайство о депортации незаконно проживающей Фан Нгок Хан». После того, как 28 ноября Хани в одностороннем порядке уведомила о расторжении контракта с Эйдор, она оказалась в сложной ситуации из-за проблем с визой. Среди 5 участниц группы Даниэль имеет двойное гражданство – Корея и Австралия, поэтому у нее таких проблем нет. Однако Хани, обладающая двойным гражданством Австралии и Вьетнама, является иностранным гражданином, который обязан ежегодно продлевать визу. Именно здесь возникает дилемма. Хани утверждает, что ее контракт с Эйдор завершен, но она продолжает оставаться в Корее на основании визы, выданной через Эйдор. Это фактически означает, что она признает действительность своего эксклюзивного контракта с агентством. Если считать, что контракт действительно расторгнут, то с 29 ноября Хани находится без агентства, а виза, выданная через Эйдор, утратила свою силу. Согласно миграционному законодательству, Хани должна была сдать удостоверение иностранца и покинуть Корею до 13 декабря, то есть в течение 15 дней с момента заявления о расторжении контракта. Так что сейчас она находится в стране нелегально. Закон предоставляет возможность изменить работодателя в рамках ранее выданной визы, но для этого требуется согласие предыдущего агентства. Поскольку Эйдор настаивает на действительности контракта с New Jeans, вероятность получения такого согласия крайне мала! Пропустим все вопросы касаемо того, как работают визы в Корее, у нас тут все-таки не визовый центр, и вернемся к Хани. Будущая деятельность артистки в Корее не исключена полностью. Если она оперативно оформит новую визу Е6, то сможет продолжать работу, однако процесс получения необходимых документов включает рекомендательное письмо министра, займет около 2-3 месяцев, в течение которых Хани не сможет вести деятельность артистов в Корее. Это означает, что деятельность группы New Jeans в полном составе будет невозможна в ближайшее время. По данным отраслевых источников, виза, полученная через Эйдор, истекает в начале следующего года. Представитель Эйдор прокомментировал, цитата, «Эксклюзивный контракт с New Jeans остается в силе, поэтому мы готовим документы для продления визы в соответствии с установленной процедурой». Конец цитаты. Реакция людей. Что? Это уже перебор, почему взрослые так себя ведут? Кажется, они уже получили всю необходимую юридическую консультацию, так что, вероятно, у них есть план решения, раз они проверили пресс-конференцию. А что вообще происходит? Какова сейчас ситуация? Просто цепляются к мелочам. Ахаха, такие мелочные чудаки. А разве вам не стыдно перед своими детьми в вашем возрасте? До конца остаются мелочными, хай просто ужас. Им что, больше нечем заняться? Это уже реально слишком. И многие другие комментарии. Но судя из информации, которую мы с вами получили, возможно, Хани придется какое-то время побыть в одной из двух стран, где у нее гражданство. А может быть и нет. Кто знает правду, как обычно, мы с вами никогда не узнаем. И такие пока что дела. Двигаемся дальше. Другая участница New Jeans, а именно Минджи, поделилась трогательным сообщением, давайте подробней. 22 декабря Минджи опубликовала сообщение в новом аккаунте New Jeans в социальных сетях, сказав, цитата, «Огромное спасибо нашим баннис, которые держались и поддерживали нас до самого конца, несмотря на то, что сегодняшняя запись была долгой, а погода холодной». Она выразила свою благодарность фанатам. Девушка добавила, выступления с баннис всегда запоминаются, но сегодняшний день, кажется, я запомню надолго. Спасибо вам, как и всегда, вы такие милые и добрые. Минджи также спрятала послание. Я поплачу позже, когда смогу почувствовать облегчение в едва заметном месте, которое вскоре нашли фанаты. В этот день New Jeans приняли участие в предварительной записи для Gaio de John на MBC. Согласно рассказам многочисленных фанатов, некоторые участницы, включая Хани, не смогли сдержать слез после окончания выступления.
прошлом месяце опять повторение истории, у участниц сейчас новый сайт, точнее новый аккаунт, тоже повторение истории, и у Хани проблемы с визой. Опустим то, что и так уже рассказывалось неоднократно. В общем, такая вот история, такое сообщение, и мы двигаемся дальше. Участницы New Jeans появятся на радиошоу, но Эйдор считает это самоволкой и вообще, что девушки берега попутали. Так это или нет, давайте разбираться. Эйдор утверждает, что New Jeans решили появиться в радиопрограмме без предварительного обсуждения с агентством. Недавно было объявлено, что участницы женской группы появятся в эфире радиошоу KBS Kim Hyun Jones News Show 25 декабря. 24 декабря Эйдор опубликовали заявление, в котором говорилось: решение о появлении в программе было принято независимо и организовано артистами без каких-либо обсуждений с компанией. Эйдор не были проинформированы об этом заранее. Ранее, во время заключительного сегмента данного шоу, ведущая Ким Хён Джон заявила, цитата: «Завтра в рождественском выпуске будут присутствовать 5 молодых девушек: Минджи, Хани, Даниэль, Кэрин и Хейин». Она также пообещала, что это будет специальный сегмент с комфортной атмосферой, историями, живыми выступлениями и музыкой. Примечательно, что она назвала участниц по их настоящим именам, а не по названию группы New Jeans, что привлекло внимание. Это будет первая прямая трансляция девушек с момента их экстренной пресс-конференции, во время которой они объявили об одностороннем расторжении эксклюзивного контракта с Эйдор. И дальше снова повторение истории. Потому что новостей, видимо, не особо много, поэтому пересказывают все, что было. С другой стороны, все разборки хайпа и Эйдор, связанные с New Jeans, уже, наверное, за 300 зашли новостей. Только не очень смешно. Посмотрим, куда нас это приведет. Смотрите, уже почти Новый год, вот шапка на голове висит. А все еще идут разборки. Скоро юбилей. Хей. Но двигаемся дальше. Следующая история у нас про стримершу, которая встретилась с Бан Шихёком в США. Это было еще летом, и теперь у нее какие-то проблемы. Давайте подробней. Стример и YouTube-блогер Сион сделала шаг к установлению личности человека, распространившего ложное обвинение, связанное с представителем Хайп Бан Шихёком. 19 декабря издание Seoul Wire сообщило, что 17 декабря федеральный судья Бет Лапсон Фриман из Северного округа Калифорнии постановила, что Google должен предоставить доказательства, необходимые для рассмотрения иска о клевете, поданного Сион. В августе 2024 года в интернете появились фотографии Сион и Бан Шихёка, сделанные в Лос-Анджелесе. Это спровоцировало волну слухов. Сион заявила, что в одном из YouTube-видео, размещенном в августе, утверждалось, что она якобы отправилась в Лас-Вегас вместе с Бан Шихёком. В видео прозвучали такие обвинения, как, цитата: «Сион и Бан Шихёк отправились в Лас-Вегас вдвоем. Сестра Сион тоже участвовала в поездке. Бан Шихёк предоставил Сион номер в отеле Беладжио. Сион является онлайн-проституткой». Да, ну и заявление. Стример подчеркнула, что ложные обвинения нанесли ей серьезный моральный ущерб и привели к потере профессиональных возможностей. Она обратилась в Google с запросом на раскрытие информации о личности автора видео. Суд удовлетворил этот запрос, предоставив Сион возможность получить данные о блогере. На основании полученной информации Сион планирует подать иск в Южной Корее. Ранее она инициировала гражданское дело против автора видео в Центральном окружном суде Сеула. Однако из-за отсутствия данных о личности блогера судебный процесс не мог быть начат. Решение американского суда открыло стримеру путь к активной защите своих прав. Комментарий от героини новости. «Я рада, что смогу добиться справедливости и остановить распространение ложных слухов, которые повлияли на мою жизнь», поделилась стример в интервью местным СМИ. Вот такая вот история. Казалось бы, просто встретила председателя, а тут опа, и люди начали выдумывать всякое. Не выдумывайте всякое, теперь, как видите, вас могут найти. И двигаемся дальше. Далее у нас участник группы 2PM, благотворительность, давайте подробней. Джунхо из 2PM пожертвовал 100 миллионов вон, примерно 75 тысяч долларов США, на поддержку лечения детей и подростков из малообеспеченных семей. Пожертвование было сделано в медицинский центр Samsung, где средства будут использованы на проведение операций, трансплантации, реабилитационного лечения и программы эмоциональной поддержки для детей и подростков. Джунхо поделился своими мыслями через агентство JYP Entertainment, цитата: «С приближением Рождества я захотел отблагодарить за ту любовь, которую получаю, и помочь детям, нуждающимся в тепле в праздничный сезон. Я надеюсь, что в наступающем новом году больше детей обретут здоровье и смогут следовать своим мечтам. Я хочу продолжать проявлять заботу и любовь к тем, кто нуждается в помощи». Джунхо постоянно вносит свой вклад в благотворительную деятельность. Его сотрудничество с международной благотворительной организацией World Vision началось в 2011 году, когда он поддержал детей в Эфиопии и Гане. В 2012 году он был официально назначен послом World Vision и активно участвовал в таких инициативах, как компания Global 6K for Water. На своих сольных концертах Джунхо устанавливал промо-стенды для привлечения внимания к спонсорству детей, тем самым побуждая поклонников к участию и развитию культуры дарения. В 2019 году он пожертвовал средства ассоциации Hope Bridge National Disaster Relief на восстановление пострадавших от лесных пожаров в провинции Канвондо. В
В том же году он предоставил транспортное средство для жителей учреждения для людей с тяжелыми формами инвалидности в районе Сочо в Сеуле. В 2020 году Джунхо выделил экстренные средства для World Vision, чтобы помочь детям, пострадавшим от коронавируса. В 2022 году он совместно с JYP Entertainment и World Vision профинансировал экологически чистые одеяла для детей в Монголии в рамках соглашения о поддержке лечения детей за рубежом. Благодаря пожертвованиям, волонтерской работе и спонсорской деятельности Джунхо воплощает ценности работы и взаимопомощи. В этом году он стал членом Honor Society, группы крупных доноров, которые жертвуют более 100 миллионов вон в Корейский общественный фонд. Джунхо готовится к роли в новом сериале Netflix Кашеро или Кашеро, а также проведет фан-митинг 2025 Ли Джунхо FanCon Midnight Sun 25 и 26 января на арене Inspire в Инчоне. Концерт также пройдет в Токио 8-9 февраля и в Сан-Паулу 1-2 марта. Кроме того, Джунхо готовится к съемкам в дораме канала TVN компания Typhoon, буквальный перевод, обещая насыщенный и интересный график на 2025 год, который поклонники ждут с нетерпением. Опять же, прекрасно, что человек может поделиться и имеет возможность. Тут нечего добавить, кроме как большое уважение. И двигаемся дальше. Как оказалось, одно из самых популярных шоу на корейском телевидении Running Man отмечает 15 лет, и тут есть интересная новость, давайте подробнее. Чхве Хён Ин, продюсер популярного развлекательного шоу SBS Running Man, в телефонном интервью с OSN поделилась своими мыслями относительно предстоящей знаменательной даты. Программа Running Man впервые вышла в эфир в июле 2010 года. В этом году шоу отметило свою 14-ю годовщину, а в 2025 ему исполнится 15 лет. Как одно из самых продолжительных развлекательных реалити-шоу, выходящих в эфир в настоящее время, оно занимает уникальное место в истории корейской индустрии развлечений. Чхве Хён Ин заняла пост главного продюсера в августе 2022 года, сменив Чхве Бо Пиля. На вопрос о том, какой юмор они намерены привнести в шоу, Чхве Хён Ин скромно ответила, цитата: «За 14 лет осталось не так уж и много того, чего бы мы не сделали», но добавила: «Я думаю, что лучшая цель — обеспечить чувство комфортного юмора». Она продолжила: «Мы не хотим ничего слишком постановочного. Я думаю, что демонстрация химии между участниками и Джи Е Ин и, возможно, даже введение какого-то нового для усиления энергии было бы правильным подходом. Речь идет не о том, чтобы сделать что-то необычно новое, а скорее создание чего-то комфортного и приятного». На вопрос о планах на предстоящую 15-ю годовщину продюсер ответила: «Я бы с удовольствием отправилась за границу, но в нынешней ситуации нам нужно будет подумать об этом еще. Я смогу поделиться более конкретными планами в следующем году. С приходом новой постоянной участницы Джи Е Ин в шоу Running Man теперь может похвастаться 7 участниками. Программа выходит каждое воскресенье в 18:10 по корейскому времени на канале SBS». Кстати, эту программу мы с вами тоже начали посматривать на Бусти, несколько выпусков уже доступны с комментариями и мыслями того, кто с вами сейчас говорит. А в целом, 15 лет программа продержалась в эфире, пускай еще 15 продержится. Правда, будет интересно посмотреть на всех ведущих через 15 лет, но да ладно, двигаемся дальше. Буквально парочка концертных новостей, начинают Seventeen, и давайте подробней. Seventeen завершили свой грандиозный тур по 4 купольным площадкам Японии, выступив перед общей аудиторией в 435 тысяч человек. Они дали 9 концертов в рамках японской части своего мирового тура Right Here. Группа успешно провела финальные концерты Dome-тура в PayPay Dome в Фукуоке 19, 21 и 22 декабря, и все 120 тысяч билетов были распроданы. Цитата: «Карат поддерживали нас на протяжении последних 9 лет, и мы так счастливы всегда быть вместе с вами», сказали участники во время шоу, обращаясь к своему официальному фан-клубу. «Мы всегда будем петь для вас. Seventeen покажут вам еще больше новых сторон в следующем году, поэтому, пожалуйста, продолжайте поддерживать нас». В рамках тура Right Here они также сделали остановки в Вантелин Dome в Нагое 29 и 30 ноября, в Токио Dome в Токио 4 и 5 декабря и в Косер Дом в Осаке 14 и 15 декабря. Концерты транслировались в прямом эфире и демонстрировались в кинотеатрах по всему миру. Выступление в Осаке 14 декабря показывалось на 1500 экранах в 60 странах, а онлайн-трансляции концертов 15 и 22 декабря привлекли зрителей из 157 стран и регионов. Группа также запустила специальный проект Seventeen The City, включавший сотрудничество с более чем 35 японскими компаниями и учреждениями для создания захватывающих впечатлений у фанатов. В следующем году Seventeen отпразднует десятилетие со дня дебюта. Группа продолжит свой мировой тур Right Here в Азии в январе и феврале и планирует выступить на музыкальном фестивале Tecate Pal Norte 2025 в Мексике в апреле. Они также появятся на 39-й церемонии вручения наград Golden Disc Awards 5 января. Ну что ж, у Seventeen все более чем хорошо. Успешного Нового года им, и двигаемся дальше. SBS Gaida John 2024. Состав участников, люди его очень сильно хвалят, давайте подробней. В этом году фестиваль SBS Gaida John вызвал беспрецедентный ажиотаж среди фанатов кей-поп, и многие корейские пользователи сети хвалят его за лучший состав артистов.
Ранее было объявлено, что G-Dragon впервые за 8 лет выступит на SBS Guide John. Кроме того, недавно YG Entertainment также подтвердили, что 21, Treasure и Baby Monster выступят на фестивале, который состоится 25 декабря на Inspire Arena в Инчхоне. Это знаменует собой возвращение 21 на SBS Guide John впервые примерно за 10 лет. А вот и все артисты слева направо. G-Dragon, 21, G-Idol, Treasure, Wavy, Baby Monster, Gravity, Leon G, Nex, Изна, Ки, Shiny, NCT 127, ATEEZ, Spine, Hypen, Mix, Le Seraphim, Boy Next Door, Elite, NCT Dream, Stray Kids, ITZY, TXT, IVE, New Jeans, Zero Base One, Rise, TWS и NCT Wish. Что же пишут корейские пользователи сети, которые очень взволнованы предстоящим событием? Я так взволнован из-за G-Dragon, Baby Monster и внушительного лайнапа NCT. Как из без это удалось? Вау, они позвали все громкие имена. Кажется, это лучший лайнап года. Мне очень хочется увидеть также New Jeans, Elite и Rise. Эх, и только я не могу пойти на Guide John. New Jeans, Rise, Mix, Baby Monster. Ого, невероятно, все такие громкие имена. 21! Не могу поверить, что в состав пошли айдолы от 2 до 5 поколения. Вау. Больше всего я жду этот концерт в конце года. Состав уже сумасшедший благодаря GD и 21. Я сейчас заплачу, не могу поверить, что 21 вернулись. Это грандиозное событие в конце года. В общем, люди довольны, честно говоря, столько людей на одной сцене собрать. Чуть ли не самые популярные группы на данный момент и успешные, и не только сейчас. Это, конечно, они могут, умеют. Ну что ж, всем хорошего выступления, если вы вдруг каким-то образом оказались на каком-то концерте. Заходите в Телеграм и в любой пост скидывайте фотографии, я это залайкаю и просто порадуюсь за вас. Ну и остальные тоже, надеюсь, порадуются и тоже выдадут вам порцию респектов. Уже несколько человек так, кстати, делали, может быть 3-4 человека, поэтому не стесняйтесь, все-таки мы тут все не чужие люди, поэтому двигаемся дальше. Рубрику с рекордами, победами и достижениями открывает группа BTS, и у них сертификат новый. Давайте подробней. Еще один сингл BTS стал серебряным в Великобритании. Британская ассоциация производителей фонограмм BPI объявила, что сингл группы Permission to Dance, выпущенный в 2021 году, получил официальный серебряный сертификат The Breed. Permission to Dance становится 11-й песней ребят, достигшей этого результата. Согласно пороговым значениям сертификации BPI, синглы получают серебряный статус при достижении отметки в 200 тысяч проданных копий, а альбомы при достижении отметки в 60 тысяч проданных копий. Ранее BTS получили серебряный сертификат в Великобритании с такими синглами как Boy With Love, Dynamite, Mic Drop, DNA, Fake Love, Butter, My Universe, Idol, Blood, Sweat and Tears и On. Поздравляем парней с этим достижением, счастья, здоровья, успеха по тем, кто служит в армии, хорошей службы. По традиции я достану эту бумажку, хотя вроде бы наконец-то все начали привыкать, что вот это не конец видео, нет, дамы и господа, это список бустеров, благодаря которым все это выходит. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищесы, друзья, друзьяне, YouTube-спонсоры, донатеры. Как я уже сказал выше, благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что, пока живы вы, я, светит солнце и луна. Также Бусти. Это ранний доступ, дополнительный контент, возможность написать в личку по каким-то вопросам и многое другое, в том числе там все всегда доступно с моих каналов, всегда без блокировок и так далее, потому что, сайт как бы русский, поэтому проблем с ним быть не должно. Если у вас есть проблемы здесь с доступом, тогда на Бусти милости прошу. К тому же это прекрасная возможность поддержать как бы все каналы, выход видео стабильный, чтобы они отбивались хотя бы в ноль. Далее. Другие каналы, которые тоже веду, это MPTube, реакции, марафоны и прочие развлекухи, связанные с комментированием музыки и описыванием того, насколько жирный бас или не жирный в этой песне. Далее MP Entertainment музыка, самый свежий трек, вот он на экране, теперь можно уже вслух говорить, вот «Путеводная звезда», дамы и господа, я исполнил баллады, про которые всегда говорю, что это не мое. Можете оценить, насколько это оказалось моим, не моим, я думаю, получилось очень достойно. Но петь медленно мне трудно. Далее Telegram, чтобы не теряться, туда вы можете тоже свои фотографии там из Кореи, не из Кореи, хоть из Китая, откуда угодно скидывать, если вы посетили какое-то интересное мероприятие, концерт, и просто там общаться с людьми. Ну и как бы аварийный источник связи тоже в Телеграме. А мы с вами, не заканчиваем новостной выпуск, он продолжается. Следующая новость. Далее у нас G-Dragon, у него вторая победа, но с какой песней, давайте подробней. G-Dragon получил второй трофей на музыкальном шоу с песней Home Sweet Home. В эпизоде Music.co 21 декабря кандидатами на первое место были Home Sweet Home G-Dragon, Toxic Till the End Rosé Blackpink и Whiplash aespa. В итоге победу одержал G-Dragon, набрав в сумме 6925 очков. Поздравляем прекрасного артиста с прекрасным достижением. Счастья, здоровья и двигаемся дальше.
Stray Kids снова вырвались в топ Billboard, но какого Billboard, ведь их там так много, давайте подробнее. Новый альбом Stray Kids Hope дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200 на неделе, заканчивающейся 28 декабря, и они стали первой группой, дебютировавшей на первом месте 6 альбомами за всю историю чарта. Чарт Billboard 200 начал составляться на регулярной еженедельной основе с марта 1956 года. Ранее Stray Kids дебютировали на вершине чарта с альбомами Ordinary и Maxident, оба в 2022 году, Rockstar и Five Star в 2023 и Eight ранее в 2024. До этого Stray Kids сравнялись по первым местам с покойным рэпером DMX, чьи альбомы дебютировали на первом месте в чартах в период с 1998 по 2003 год. Из 187 тысяч эквивалентных единиц альбома Hope в первую неделю продажи альбома составили 176 тысяч, альбом дебютирует на первом месте в чарте Top Album Sales, 10 тысяч единиц SIA, что соответствует 14,83 миллионов официальных стримов песен из подборки по запросу и 1000 единиц TIA. Продажи альбома Hope выросли благодаря выходу нескольких версий альбома и коллекционным предметам, включая фотокарточки. Из 176 тысяч продаж альбома физические продажи составили 171 тысячу, а цифровые загрузки 5000. Ну, это о многом говорит, люди до сих пор любят покупать вещи, которые можно потрогать. Ну что ж, поздравляем Stray Kids, пацаны вообще ребята, фрирача, какой-то безумный конвейер для производства качественного контента, и успехов в следующем году, двигаемся дальше. Jimin, Jin, Enhypen, Stray Kids и многие другие — это Billboard World Albums, давайте подробней. Billboard опубликовали свой чарт World Albums на неделю, закончившуюся 21 декабря. Сольный альбом Чимина из BTS Muse вернулся на первое место на своей 21 неделе в чарте World Albums, а также провел 21 неделю в Billboard 200, расположившись на 128 месте. Альбом Enhypen Romance Untold занял третью строчку на 22 неделе в чарте World Albums, а также стал их первым альбомом, который провел 16 недель в Billboard 200. Golden Hour Part 2 группы ATEEZ занял четвертое место на четвертой неделе в чарте World Albums, в то время как Eight группы Stray Kids снова поднялся на пятое место на 21 неделе в чарте. Сольный альбом Jin из BTS Happy уверенно удержался на седьмом месте на четвертой неделе в чарте. За ним следует The Star Chapter Sanctuary группы TXT на восьмом месте на шестой неделе. Альбом антологии BTS Proof поднялся на 10 место на 131 неделе в чарте, за ним следует Spill the Feels 17 на 11 месте на 8 неделе и I Like You I Lit на 12 месте на 5 неделе. Альбом Spa Whiplash занял 13 место на своей 8 неделе в чарте, а Crazy Le Sserafim замкнул топ-15 на своей 14 неделе. Всех поздравляем, всем успехов, счастья и здоровья, и двигаемся дальше. Чарт Instis, коротенько с 10 до 1 места пробежимся, погнали. 10 место Карина из Spa Up, далее Just Be Every Moment With You, QWER на 8 месте с композицией My Name Is Malguem, 7 Day 6 Happy, 6 G-Dragon Power, 5 Хвам Карам I'm Firefly, 4 Rosé Toxic Till The End, 3 Spa Whiplash, 2 Rosé Bruno Mars APT, на первом месте G-Dragon, Fit Taeyeon и Deson, Home Sweet Home. Всех поздравляем, всем успехов, двигаемся дальше. Rosé, Jimin, G-Dragon и не только, это Circle Chat, давайте подробней. Circle Chat опубликовал еженедельные рейтинги чартов за период с 8 по 14 декабря. Итак, поехали. Чарт альбомов: 5 место Twice Strategy, 4 Irene из Red Velvet Like a Flava, 3 Stray Kids Hope Nemo Version, 2 Rosé из Blackpink Rosie и 1 место Stray Kids Hope. Цифровой чарт: 5 место Хван Карам I'm Firefly, 4 Rosé из Blackpink Toxic Till The End, 3 Spa Whiplash, 2 G-Dragon Taeyeon Deson из Big Bang Home Sweet Home, 1 место Rosé из Blackpink, APT Feat Bruno Mars. Стриминговый чарт: 5 место G-Dragon из Big Bang Power, 4 Rosé из Blackpink Toxic Till The End, 3 Spa Whiplash, 2 G-Dragon Taeyeon Deson Home Sweet Home и 1 Rosé из Blackpink, APT и Bruno Mars тоже там есть. Чарт загрузок за неделю: 5 место Хвам Йон Ун On Your Side, 4 Rosé из Blackpink, APT Feat Bruno Mars, 3 Хван Карам I'm Firefly, 2 G-Dragon Taeyeon Deson из Big Bang Home Sweet Home, 1 Rosé из Blackpink Toxic Till The End. Глобальный кей-поп чарт: 5 место Jimin из BTS Who, 4 G-Dragon Taeyeon Deson из Big Bang Home Sweet Home, 3 Spa Whiplash, 2 Rosé из Blackpink Toxic Till The End и 1 место Rosé из Blackpink, APT Feat Bruno Mars. Социальный чарт: 5 место BTS, 4 Baby Monster, 3 Blackpink, 2 Rosé, 1 50-50. Всех поздравляем, всем успехов, двигаемся дальше. Далее у нас Бан Ши Хёк рассуждает о BTS, их успехе, а также о росте популярности кей-поп. Давайте подробнее. 23 декабря по корейскому времени на YouTube-канале Asia Society было опубликовано видео под названием «Бан Ши Хёк из Hype обсуждает BTS, рост кей-поп, корейскую культуру и свой творческий процесс». В видео председатель Hype Бан Ши Хёк откровенно поделился своими мыслями об успехе BTS и развитии кей-поп. Он заметил: «Честно говоря, я никогда не представлял себе такой уровень успеха. Когда я был моложе, американский музыкальный рынок, который олицетворял мировую музыку, казался мне чем-то недосягаемым.
незабываемым. Все в этой индустрии выглядели как герои, недосягаемые фигуры. Он продолжил: когда я начал этот путь с BTS, я не ожидал, что мы придем к тому, где мы сейчас. Примерно через 2,5 года после дебюта BTS я начал понимать, что мы можем достичь чего-то беспрецедентного в Азии. С того момента я шел к каждой мечте шаг за шагом, и прежде чем я успел это осознать, мы оказались здесь. Даже сейчас, оглядываясь назад, то, чего мы достигли, кажется мне нереальным, как и этот вечер, добавил он с улыбкой. Бан Шихёк подчеркнул важность культурного понимания, сказав: культурные противоречия могут привести к глобальным трагедиям. Я верю, что искреннее понимание, основанное на уважении к культуре, может способствовать миру и процветанию во всем мире. В более широком смысле мы должны признать наши различия и использовать их как творческий материал. Он также размышлял о восприятии азиатской культуры до глобального успеха BTS. До BTS понимание азиатской культуры было узким и часто ограничивалось нишевыми предпочтениями. Благодаря глобальному влиянию BTS, усилия по продвижению азиатской культуры стали широко признанными и оцененными. Это повысило взаимопонимание между культурами. Бан Шихёк выразил уверенность, заявив: сейчас в США и во всем мире люди не только перенимают элементы азиатской культуры, но и работают над их дальнейшим развитием. Я искренне верю, что это способствует глобальному миру и прогрессу человечества. Когда его спросили о создании музыки, которая находит отклик как в Корее, так и во всем мире, он ответил: баланс всегда является самым важным. Вместо того, чтобы называть что-то глобальным или корейским, я фокусируюсь на универсальных ценностях, будь то мелодия или текст. Смешивая уникальные элементы, которые я усвоил как кореец с моим знакомством с мировой музыкой, я стремлюсь создавать контент, который не просто является сочетанием двух культур, а представляет собой нечто самостоятельное, мощное и трогательное. Ну что ж, красиво сказано, главное, чтобы искренне. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Как бы там люди не плевались в комментариях на Бан Шихёка, но нельзя отрицать тот факт, что без него никаких BTS бы не было. Так что такая у него точка зрения. Если у вас есть другая, пишите смело. Только главное без кучи мата, а то YouTube забанит ваши комменты. И двигаемся дальше. В чем же главная задача Джей Хоупа? Далее у нас интервью, которое даст на это ответ. Давайте подробней. В Weverse Magazine вышло эксклюзивное интервью с участником BTS Джей Хоупом. В нем он поделился своими мыслями о времени, проведенном на службе в армии, и рассказал о своих планах на будущее. Перейдем сразу к вопросам-ответам. Вопрос. С момента увольнения из армии прошло примерно 2 месяца. Примечание: интервью было проведено 7 декабря. Ответ. Ощущение, будто я проснулся после очень долгого сна. Смеется. В первые 2-3 недели после увольнения я говорил только об армии. Опять смеется. Это было значимое время, которое научило меня находить счастье в мелочах в роли обычного повседневного Чон Хо Сока. Человек, который присоединился к нашему взводу в последнем наборе спустя 2 месяца после меня, в том же звании, что и я, тоже скоро будет демобилизован. Когда я сказал ему: ты тоже скоро уходишь, да? Он ответил: да, время летит, но благодаря тебе это было весело. Знать, что остальным было хорошо и что у них остались приятные воспоминания об этом времени, было действительно трогательно. Для меня было очень важно и приятно создавать такую атмосферу. Ваши сослуживцы поделились многими трогательными историями о вас. Какую роль вы хотели бы играть во время службы? В моем подразделении иерархия была очень строгой, поэтому я все равно обращался к солдатам младше меня как к сержантам и говорил: помощник сержанта-инструктора, сэр. Я старался изо всех сил выполнять возложенную на меня роль и отдавал этому все свои силы. Это похоже на то, как в BTS мы на самом деле проявляем друг к другу больше уважения, потому что мы группа. Я старался делать то же самое в армии. Поскольку мои действия определяли, какие воспоминания о мне останутся у каждого человека, я старался уважать определенные границы. Думаю, именно это заставило симпатизировать мне и помогло им чувствовать себя комфортнее в моем окружении. Последние 1,5 года, должно быть, сильно отличались от вашей обычной жизни, да? Это был действительно важный период для меня. Никто не идет в армию с легким сердцем. Это трудный, сложный путь, который иногда требует значительных психологических усилий. Но я чувствовал, что интеграция в это общество как Чон Хо Сока сделает меня более взрослым, а личное развитие станет хорошей ступенькой для меня. Конечно, были тяжелые времена, но преодолев их и сблизившись с людьми на более личном уровне через общение, я приобрел определенные жизненные уроки. Буквально, я даже набрал немного веса, опять смеется. Еда 3 раза в день делает свое дело, опять смеется. Эти 1,5 года, как Чон Хо Сок, дали мне время подумать о Джей Хоупе. Это был шанс оглянуться на все, что я делал. Так что это действительно время, проведенное с пользой. Когда я только демобилизовался, я говорил о том, как изменился, как стал более зрелым и все такое, но сейчас я чувствую, что вернулся к своему прежнему я. Я не забывал все эти ценные воспоминания, но что я хочу сказать, я обосновался в этом новом облике Джей Хоупа. Ваш последний альбом Jack in the Box, а также Hope on the Street Volume 1 показали, сколько усилий вы вкладываете в то, чтобы воплотить свое видение в жизнь, вплоть до мельчайших деталей под вашим руководством. И я хочу сказать, что сделал много того, что хотел сделать. И вся эта фраза «я сделал много того, что хотел» вдохновляет меня. Я чувствую, что каждый этап моей работы — это именно то, что я хотел в то время. Это значит, что я делал вещи, которые мог сделать только тогда, и поэтому прошлое так дорого. Конечно, я, как и все, думаю о том, как бы сложилось, если бы я поступил иначе, но я ни о чем не жалею.
Если бы вы попросили меня повторить все так же, как раньше, я бы точно не смог, смеется. Сомневаюсь, что сейчас смог бы носить черный макияж вокруг глаз и комбинезон. Опять засмеялся. Понимаете, я уже попробовал то, что хотел, так что теперь я должен делать то, чего хотят другие. То, что люди представляют, когда думают о музыке, образе и выступлениях Джей Хоупа. Это все взаимосвязано. Причина, по которой могу думать так сейчас и буду думать иначе в будущем, заключается в том, кем я был в прошлом. Кажется, теперь вы можете взглянуть на себя и на ситуации, в которых оказываетесь более объективно. Я смотрю на вещи в пределах того, что мне доступно. И я часто спрашиваю мнение других людей. Я спрашиваю свою семью и людей из компании. Не то чтобы раньше я так не делал, но теперь я спрашиваю чаще. Что ты думаешь, будет ли нормально, если я так поступлю? Затем я слушаю, рассматриваю варианты и принимаю решения. Когда я был в армии, у меня было немного свободного времени, и я читал много писем. Армии действительно вложили свои души в эти письма, смеется, писали. Надеюсь, ты попробуешь это или то. Они действительно очень вдохновили меня. Они хотят, чтобы я сделал это. Они думают, что это будет хорошей идеей. Если их мысли совпадают с моими, я принимаю это во внимание и прошу еще немного обратной связи. Такой подход помогает мне понять, чего хотят люди и на чем мне нужно сосредоточиться. Когда вы получаете столько разных мнений, важно оставаться верным самому себе. Безусловно, нужно оставаться верным своей сути. Если бы я потерял это, был бы я тем, кем являюсь сейчас. Я здесь именно потому, что никогда этого не терял. Хотя я могу быть довольно упрямым, смеется, я слушаю то, что полезно, и готов избавиться от того, что нет. Это просто мой стиль, у меня есть принципы, опять засмеялся. Может быть, поэтому вы так уверены в том, чего хотите добиться, есть ли причина, почему вы придерживаетесь именно своего художественного видения. Думаю, я никогда по-настоящему не задумывался о причине. Если есть причина, разве это не становится больше похожим на работу? Опять смеется. Я делаю это потому что хочу и потому что мне интуитивно кажется увлекательным выражать себя. Когда дело касается творчества, мне нравится следовать своим инстинктам и идти туда, куда они меня ведут. Вы говорили, что сформировать свое видение сложно, но кажется, у вас в голове уже есть четкая картинка. Да, все просто, очень просто сейчас, в этом нет ничего сложного, я просто хочу подарить им что-то веселое, что-то, что подходит мне, что-то, что я смогу сделать, что-то немного легче. В конечном итоге я хочу выпустить альбом, который отразит более многогранную версию меня. Думаю, моя задача продолжать быть креативным. Я говорил это раньше и повторю снова, это мое призвание. Я все так же люблю музыку, люблю сцену и хочу наслаждаться этим всем с точки зрения исполнителя. Хочу продолжать думать о том, кто я, делать то, что это отражает, и показывать людям, что я тот, кто идет вперед и создает что-то новое. Я усердно работаю, чтобы это было заметно. Знание, что всегда есть кто-то, кто ждет вас, должно много значить. Конечно, армия помогает мне идти дальше, как будто они мои ноги, которые держат меня, мои мышцы, мои клетки, мои нейроны. Все это, засмеялся опять же. Здесь больше нечего добавить. И на самом деле интервью куда больше, оно огромное, я оставлю ссылку в описании видео на оригинал и перевод. Там еще были некоторые интересные моменты, но все озвучить просто не представляется возможным. С другой стороны, пишите в комментариях, как вам интервью Джей Хоупа, узнали ли вы что-то новое, ну а главная его задача это, судя по всему, продолжать творить и самовыражаться, а главное радовать людей. Всего хорошего артисту, будем надеяться, что скоро выйдет тот самый альбом, про который он говорил, где он самовыразится на 1,000,000%. Двигаемся дальше. Далее у нас веселая новость, связанная с Джином и Джей Хоупом. Джин убежал, опять же, делаем кавычки, вы же понимаете, что никто ни у кого ничего не крал, но он убежал с часами Джей Хоупа, но потом история закончилась совершенно неожиданно, давайте подробней. Новость переводится на ходу. Во время недавней прямой трансляции Джей Хоупа и Джина из BTS, которые украшали рождественские елки, возник хаос. Джин решил завершить украшение своей елки собственным украшением, ожерельем Фред Джеберли. Он снял его и повесил на дерево в качестве завершающего штриха. По этой причине Джей Хоуп решил добавить свои часы Audemars Piguet в качестве, или Piguet, на богатом не умею читать, в качестве завершающего штриха. Цена их примерно $28 600 США. После обмена деревьями у Джина был один мотив – забрать часы Джей Хоупа и бежать. Джей Хоуп быстро нашел его, и Джин вернул часы обратно. Но Джей Хоуп сделал то же самое несколько мгновений спустя с ожерельем Джина. Джин чуть не погнался за ним, но понял, что гораздо лучший способ отомстить – снова украсть часы. Парни немного поразмыслили, пришли в себя и вернули драгоценности обратно владельцам. Собственно, да, вот такая вот маленькая веселая новость, просто два артиста развлекались на стриме вот как могли. Украшали елки украшениями, которые стоят как полквартиры, опять же не осуждаю, могут себе позволить. Просто у меня всегда все в недвижимость переводится автоматически. Ну и что сказать, наверное, новости про эту трансляцию еще какие-то появятся, возможно, ближе к концу года. А так, артистам всего хорошего и двигаемся дальше.
Billboard Korea подверглись критике из-за того, что они сделали с Шугой из BTS. Давайте подробней. Новость переводится на ходу. Медиаиздание Billboard Korea подверглось серьезной критике после того, как исключило Шугу из BTS в ныне удаленном посте в Instagram. 24 декабря Billboard Korea опубликовали правку от фаната в своем аккаунте. Пользователи сети поделились своим гневом, увидев, что из поста аккаунта о недавнем выступлении Чонгука был удален Шуга. В оригинале Шуга присутствовал. Пользователи сети поделились своим возмущением по поводу того, что айдола исключили из подборки, при этом многие полагают, что корейские СМИ исключают Шугу из-за дела в том самом вождении в нетрезвом виде, которое попало в заголовки газет в начале года. И вот несколько комментариев от разгневанных фанатов переводятся на ходу. Billboard Korea, будьте профессиональными. Юнги также является участником BTS. Извинитесь перед BTS и Юнги за это неуважительное поведение и оскорбление. Обратите внимание, что только корейские СМИ все еще исключают Юнги из всех возможных списков. Идите Billboard Korea. Ну, пропущенные 3 буквы вы можете дорисовать сами. Мы не собираемся сидеть и позволять корейскому СМИ вырезать Шугу из поста. Заметьте, он был в оригинальном редактировании. Они приложили усилия, чтобы вырезать его. Вы не можете списать это на совпадение. Billboard Korea, извинитесь перед Юнги. BTS 7! Написано капсом. В общем, как вы видите, люди не совсем рады. Хотя пост был удален, это не помешало фанатам высказывать свое возмущение в других постах на аккаунте Billboard. Пост был удален, но пользователи сети продолжают выражать свой гнев. Что сказать, интернет помнит все, правило, которое работает всегда. Причем в обе стороны. Будем надеяться, что в следующем году у артиста все будет уже получше, и он сможет просто спокойно закончить службу и заниматься музыкой. И все, двигаемся дальше. А дальше у нас Чонгук, у него очень важное достижение, давайте подробней. Новость переводится на ходу. Чонгук из BTS продолжает вызывать фурор по всему миру, устанавливая новые рекорды в чартах Billboard как азиатский сольный исполнитель и укрепляет свое мировое влияние. Согласно последним данным чарта Billboard от 21 декабря, сольный сингл Чонгука Seven занял 153 место в чарте Global 200 и 85 место в чарте Global за исключением США. Это говорит о его постоянном присутствии и мощном выступлении в этих главных чартах. Seven впечатляюще продержался в чартах Global 200 и Global за исключением США целых 74 недели подряд. Благодаря этому замечательному подвигу Чонгук стал первым и самым долгоиграющим азиатским сольным исполнителем в обоих чартах, подтвердив свое международное влияние и репутацию сольного исполнителя. Seven также занял 28 место в годовом списке Spotify Top Tracks of 2024 Global, в котором указаны самые прослушиваемые песни по всему миру. Кроме того, на Spotify она стала самой быстрой песней азиатского исполнителя, преодолевшей отметку в 2,1 миллиарда прослушиваний, достигнув этого показателя всего за 518 дней. Поздравляем артиста с этим прекрасным достижением, счастья, здоровья, успехов, хорошей службы и двигаемся дальше. Ви из BTS или Пёну Сук, кто же самая горячая звезда года? Ну, тут проводит опрос, давайте подробней. Ви, участник BTS, вместе с актером Пёну Соком и Сихуном из EXO претендует на лидерство в итоговом голосовании на платформе YouPick. Глобальная фан-платформа YouPick проводит ежегодное голосование, чтобы выбрать лучших артистов 2024 года среди кей-поп-айдолов и актеров. Интерес фанатов по всему миру к этому голосованию достиг своего пика. В рамках голосования «Выбор года 2024» кандидаты разделены на мужскую и женскую категории. Ви и Чимин из BTS, Дженни из Blackpink и Ахён из Baby Monster занимают верхние позиции рейтинга. Голосование завершится уже завершилось 24 декабря, у меня сегодня 25. Результаты, если будут, тут вот прикреплены на экране. Голосование завершится 24 декабря в 15:00 по местному времени, победитель получит специальный значок YouPick и пакет из 7 рекламных контрактов на внутреннем рынке. Особенно большой интерес вызывает участие Ви и Чимина, которые, добавив всего один значок, смогут выиграть глобальный пакет из 15 рекламных контрактов. В категории актеров на премию «Глобальные горячие персонажи 2024» претендуют Пёну Сок, Сон Кан, Ро Ун и Ан Хё Соп, удерживая лидирующие позиции. Голосование завершится 27 декабря, а победитель получит пакет из 5 внутренних рекламных контрактов и благотворительный взнос на сумму 1 миллион вон. Также продолжается предварительное голосование в рамках премии «Лучший артист в группе 2024». Среди лидеров Сихун из EXO, Ким Джи Ун из Zero Base One, Ники из ENHYPEN и Чонгук из BTS. За ними следуют Джин из BTS, Бихён из EXO, Джей Хоуп из BTS и Джан Хао из Zero Base One. Победитель финального этапа голосования получит пакет из 5 глобальных рекламных контрактов. Кому бы вы отдали свой голос? Пишите в комментариях. Ну, естественно, из вышеупомянутых артистов, я так понимаю, соревнование идет между ними.
Наша редакция голоса никому не отдает, потому что старается находиться в максимальном нейтралитете и уважении ко всем упомянутым артистам и неупомянутым, поэтому ждем ваши комментарии, дамы и господа. Ну, а всем вышеупомянутым, кто в армии хорошей службы, кто не в армии, успехов на сцене. Вот такой у нас сегодня был выпуск. Напоминаю, что сейчас состоится стрим прямо вот после этого выпуска новостей. Обязательно остаемся, вас должно переадресовать, но если не переадресовало, то просто я закреплю в комментарии. В общем, стрим будет прямо сейчас на канале. Кроме того, возможно, будет сцена после титров, после которой уже будет как раз стрим, так что не спешите уходить в очередной раз. Ну и, конечно же, спасибо всем и каждому, кто приходит, подписывается, ставит лайки, жмет колокольчики, бустерам низкий поклон. Большое спасибо, благодаря вам контент продолжает выходить бесперебойно и отбивается в ноль. Хотя бы. Но, возможно, когда-нибудь и в плюс начнет выходить, кто знает. Хей, я оптимист. И для тех, кто смотрит в записи, как обычно, с вами был Максим, я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока. А для тех, кто смотрит в режиме премьеры, сейчас вас должно перекинуть на стрим автоматически, в худшем случае ссылка будет в описании или просто обновить страницу, в общем, стрим должен начаться прямо сейчас. Ну или, возможно, сцена после титров, а потом вот эта фраза «стрим начнется прямо сейчас».